Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Баран Дилан ловит его, когда он уходит, и умоляет не оставлять меня одного. Поверьте мне, я готов зайти к вашему столу, как вы пожелаете, оставайтесь со мной. Дилан убеждает последовать словам барана и вместе искать ее детей, и когда они собираются войти, они обнаруживают Чинара перед дверью. Когда баран говорит, что с этого момента он будет с тобой более осторожен, Чинар злится, потому что запирать кого-то в комнате – это плохо, потому что ты причинил ему боль. Он соглашается с бараном Чинаром и зовет к себе Дилана, говоря: «Смотри, эта женщина, моя жена, я никогда не сделаю ей ничего плохого, я никогда не причиню ей вреда». Когда дочь Акифа и Пек просит ее позвонить отцу, пока она будет на уроке у тети, они звонят и приглашают ее прийти к ним. Он говорит, что нам нужно поговорить с бараном Акифом, и звонит ему. Когда приходит Акиф, он говорит ему: «Я хочу, чтобы ты расследовал дело об этом парне по имени Абда на предмет Дилана». Акиф снова спрашивает: «Не осталось ни одной дыры, на которую я бы не смотрел и не искал годами? Посмотри на мое лицо, брат, ты сможешь справиться с новым разочарованием». Тем временем, когда Дилан подходит к двери, она слышит разговоры, доносящиеся изнутри, и вспоминает времена, когда она ждала возвращения барана с Мираном на руках. Он думает о тех временах, когда Бэрон вернулся с пустыми руками и опустошенный из-за ложного сообщения, не сумев найти Мирана. Потом Дилан стучится в дверь, входит и приветствует Акифа, и когда он говорит, что вы говорили с бараном об этом вопросе, Акиф говорит ему, мол, давай разберемся, и оставляет их. Госпожа Хаджер обеспокоена прибытием Акифа и сожалеет, если он узнает что-нибудь об аварии. Он говорит, что Тарик найдет: «Мама, он больше не полицейский, уволился с работы, ведь это был несчастный случай, виновник лежит внутри». Джейда говорит: «Я должна спросить об этом у брата. Интересно, спит ли Паша? В любом случае, осталось всего несколько дней. Подготовь дом и машину, как ты обещал». Госпожа Тарик и Хаджер обеспокоены приходом Акифа в особняк и хотят знать, почему он пришел. Дилан входит в комнату Мирана, ему нравятся вещи Мирана, и он смотрит на его фотографию. Потом он вспоминает, что они держали Мирана на руках у барана и любили их вместе, и говорит детской одежде, которую достал из ящика: «Она мне уже мала», и нюхает ее, и думает, что запах никуда не делся. Точка пахнет Мираном. В этот момент к нему приходит Чинар и говорит, что баран очень плохой человек, что запер его. Дилан говорит, что этот человек на самом деле очень хороший парень. «У меня не было возможности познакомиться с тобой. Заходи, не оставайся в стороне». Когда Чинар говорит, что входить в эту комнату запрещено, Дилан спрашивает, кто это запретил, и Чинар говорит, что это моя бабушка. Когда Чинар спрашивает Дилана, где его сын, Дилан отвечает: «Мне бы я тоже знал, чтобы вы могли поиграть вместе, когда он вернется». Однако Чинар настолько подавлен, что отвечает: «Я не ребенок, мне не нужны друзья, я взрослый». Дилан дает ему деревянную лошадку, одну из игрушек Мирана, но он ее даже не берет. Дилан оставляет его в стороне, чтобы ты мог взять его, если хочешь. Пока Чинар играл с женщинами Хаджер, взяв эту лошадь, женщина Хаджер заметила это и рассердилась, потому что быстро вернула ее на место. Когда Дилан тогда услышал об этом и сказал: «Она этого не хотела, я отдал ее ей, и с ее игрой нет проблем», он сказал, что Гэжу Хаджер избаловали. Дилан говорит, что Чинар очень умный ребенок, я не думаю, что он будет избалован, и когда он уходит от них, говоря, что у него есть работа, Джейда пришла только вчера и сразу же вмешивается в наше семейное дело, пока я иду на кухню. «Чтобы сварить тебе кофе, говорят Чинару, давай, ты немедленно выбрасываешь эту игрушку в мусор». Чинар не может устоять и выбрасывает игрушку, если не хочет. Пока Дилан убирает комнату Мирана, Бэрон приходит с вещами Дилана. Он говорит Дилану: «Так приятно снова быть здесь и слышать твой голос в этих коридорах». Когда Дилан нашел игрушку в мусоре на кухне, он очень рассердился, подошел к ним и спросил, почему они ее выбросили. Пока Джейда вела себя так, будто выбросила ее, пришел Чинар и сказал, что ты заставил ее выбросить.
Пока Дилан сердито смотрит на Джейду, когда госпожа Хаджер говорит: «Мы больше не должны вставать между матерью и сыном», Дилан сердито говорит: «Вы правы», и оставляет их. Госпожа Хаджер говорит Чинару: «Давай, я покажу тебе наказание за непослушание твоей матери». Взяв Чинара за руку и ругая его, она встречает Барана. Когда Баран спрашивает, откуда он такой суетливый, он отвечает: «Нет, дорогая, почему он так спешит? Он очень капризничает в последнее время. Я хотел, чтобы он немного погулял и расслабился». Когда Баран предлагает шоколад Чинару, Чинар говорит: «Я не хочу его, ты меня наказываешь. Кроме того, у незнакомцев все равно ничего нельзя отнять. Мой отец очень рассердится, если увидит это». Баран говорит, что ты прав, я больше не буду его наказывать. В этот момент приходит Тарик и дает шоколад Чинару. Когда Чинар взял шоколад, он спрашивает: «Что мы говорили, сынок?» Чинар говорит: «Спасибо». Когда Тарик говорит, что не понял, Чинар говорит: «Тебе большое спасибо, папочка». Тарик отправляет Чинара сказать: «Молодец, можешь идти». Он извиняется перед Бараном: «Мы его предупреждали, чтобы он ничего не покупал у незнакомцев, он еще не может к тебе привыкнуть». Когда Баран покидает их, госпожа Хаджер говорит, что она узнала, что Тарик Акиф преследует Абда, и просит его тщательно выяснить, связано ли это с Чинаром. Пока Дилан убирает все в комнате Мирана и думает, что ей нужно сменить кроватку, приходит Берон и спрашивает, что она делает. Дилан говорит, что я собираю детскую одежду Мирана и куплю ему новые вещи. Когда Берон говорит: «Не слишком ли рано, мы столько раз получали ложное сообщение, пожалуйста, не увлекайтесь», Дилан говорит: «Да, я знаю, но на этот раз все по-другому, я чувствую себя очень близко к найти моего сына». Баран говорит, что это последние вещи, оставшиеся от нашего сына. Должны ли они остаться там, где есть? Пока Дилан пытается понять, что нет, наш сын жив, Берон говорит: «Я боюсь, что ты останешься в боли и отчаянии, как и прежде, и выйдешь на улицу посреди ночи». Затем он вспоминает времена, когда Дилан думал, что Миран плачет, когда заснул, и собирался к морю искать Мирана по всему особняку, но Баран остановил его. Берон оставляет Дилана в комнате и уходит. Когда Берфин спрашивает Джейду, почему она выбросила игрушку, и спрашивает: «Разве не жаль, что вы видите, как расстроена женщина?» Госпожа Хаджер отвечает: «Не вмешивайтесь в это, они наши враги». Пока Дилан и Берон сидят на своей кровати, Берон извиняется перед Дилан и говорит, что боится потерять ее, и все вернется на круги своя. «Дилан, я знаю, что ты делаешь то, что делаешь, потому что думаешь обо мне, но когда я говорю: пожалуйста, пойми меня», говорит Берон, «я пытаюсь понять, но мы потеряли много времени, я знаю, что мы не сможем понять. Время вспять», и Дилан говорит, что время для меня остановилось в тот момент. Затем они вспоминают момент, когда с ними произошел несчастный случай. Баран Дилан умоляет: «Если тебя нет здесь, то в этом особняке никого нет. Ты изменил и украсил все, к чему прикасался. Ты тот, кто снова даст жизнь этому дому. Пожалуйста, не оставляй нас в этой темноте». Берон очень грустит, когда Дилан говорит, что жизнь снова расцветет в наших руках, но когда наш Миран возвращается в этот дом. Затем они вместе идут на могилу Гюля и Ферата. В то время как Дилан говорит хорошие вещи о Гюле, Баран также говорит хорошие вещи о Ферате. Позже Баран узнает, где находится Ферат и Гуль, и когда он приходит к Акифу, Акиф не впускает его и сообщает, что они мертвы, потому что для Гуля и Ферата уже слишком поздно. Они видят, как Кудрет и Баран плачут от боли за Ферата и Гуля, а полиция не дает им заплакать и войти, в то время как полиция выносит их тело. Баран вырывается из рук Акифа и подходит посмотреть на труп Ферата, открывает лицо, крепко обнимает его и плачет, когда видит его холодный мертвый бензин. Господин Кудрет тоже приходит и обнимает его труп. Затем Баран подходит к трупу Гуль, открывает ее лицо и замечает ультразвуковое изображение в своей руке. Он вспоминает все эти минуты на могиле и становится еще грустнее. После этого они возвращаются в особняк и вспоминают момент, когда сказали Дилану, что Гуль и Ферат мертвы, обнимают друг друга и падают на землю. Им жаль тех дней на могилах Гуля и Ферата. Затем они идут навестить госпожу Азади, которая находится в тюрьме.
Госпожа Азади мечтает о том моменте, когда я скоро присоединюсь к вам и буду готовить для вас не только для вас, но и ради 7 человек. Когда Дилан и Баран возвращаются в особняк, они встречают Чинара и немного беседуют. Служащий особняка рассказывает, что в это время пришел Акиф и позвонил, чтобы поговорить о чем-то важном. Беран и Дилан с волнением идут в кабинет. Пока они с любопытством ждут, что скажет Акиф, Тарик и Хаджер также слышат о прибытии Акифа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.